Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас по-прежнему 21 октября, суббота. Ну и, как я обещал, сейчас я вам изложу, с моей точки зрения, выдающийся документ, который, я надеюсь, сыграет революционную или историческую роль в политике, внутренней и внешней политике, прежде всего, Соединенных Штатов, которая повлияет на их действия на внешнем, так сказать, фронте, и которая позволит решить в позитивном плане все те кризисы, которые сейчас имеют место и еще назревают на различных регионах земного шара. Вкратце, значит, напомню, что речь идет о том документе, который сейчас циркулирует в самых высоких кабинетах власти Соединенных Штатов, в кабинетах руководителей крупнейших американских корпораций и в офисах самых главных, известных американских аналитиков и экспертов. Автор этого документа Роберт Гейтс, который занимал пост министра обороны в двух администрациях, и республиканской, и демократической, и Джорджа Буша-младшего, и Обамы. Нужно сказать, что он так в душе своей и исторически, так сказать, он был ближе к республиканцам, потому что карьера его началась, так по большому счету, при Рейгане, где он начал работу в ЦРУ. Со временем он поднялся до должности замдиректора ЦРУ и даже был кандидатом на должность директора, но затем там возник скандал крупный, он никакого отношения к этому не имел, но он затрагивал все разведывательное сообщество США, и он решил от этого дела отойти. Талантливейший человек, сами подумайте, если он работает у Буша, Буш побежден Обамой, который приходит к власти на основании критики действий Буша или политики Буша, который начал войну в Афганистане и в Ираке, а Роберт Гейтс был министром обороны, и тем не менее, то есть, казалось бы, он одним из первых должен был бы вылететь и не попасть в администрацию Обамы, тем не менее он туда попадает и играет выдающуюся роль. Считаю его, я вам рассказывал, если кто слушает меня в течение длительного периода времени, я вам рассказывал, что это выдающийся мыслитель, слежу за ним давно, и его оценки и прогнозы, они, как правило, подтверждаются в дальнейшем развитии событий. Итак, перейду. Значит, я опять-таки считаю, что этот документ имеет такое же значение, будет иметь, как длинная телеграмма, которую 22 февраля 1946 года направил посол США Кеннон из Москвы в Вашингтон, и которая положила начало холодной войны. Я надеюсь, что вот эта длинная статья, она практически такого же объема, как и длинная телеграмма Кеннона, она послужит мобилизации демократических сил для того, чтобы наконец-то поставить на место силы зла. Итак, изложив проблемы и вот эти кризисы внешнеполитические, которые я, в принципе, их описал в предыдущем видео, это и Украина, это и Ближний Восток, это и Китай, это союз России с Китаем, это Иран, Северная Корея и так далее. Роберт Гейтс дальше пишет, что самая большая проблема заключается в том, что вот эти все события требуют от Соединенных Штатов сильного и последовательного ответа. А страна не может это дать по причине раздробленного политического руководства, республиканского и демократического, в Белом доме и Конгрессе. Потому что ни республиканцы, ни демократы не смогли убедить достаточное количество американцев в том, что события в Китае, России, в Украине имеют значение. Это, как следствие, мы имеем значительно возросшее количество представителей или электората республиканской партии, которые начали выступать против оказания помощи Украине. И мы с вами об этом говорили. Теперь то же самое пишет Боб Гейтс. Не смогла администрация
то ли не посчитала нужным, то ли руки не дошли. Но не общалась администрация, а обязана была это делать, донося этот месседж через голову республиканской партии до населения, объяснять, почему Украина, а теперь еще Израиль, имеет такое значение, большее значение для внутренней безопасности США, чем они считают. Тут самое интересное, дальше он описывает, что нужно было регулярно общаться с населением, в частности, президенту Байдену, как это делал президент Рузвельт. У него в пятницу были каждую пятницу беседы у камина, по радио тогда в основном это было, где он по душам беседовал с народом. Байден этого не делал. Ну, надеемся, это будет делать дальше. Он даже больше говорит, помимо вот таких бесед, ему бы надо ужинать почаще было бы с представителями политической элиты, с представителями крупнейших корпораций, с интеллектуальной элитой Соединенных Штатов. Раз в неделю выступил, еще один раз перед населением, еще один вечер в неделю, вот этот ужин с выпивкой, поговори с ними по душам, объясни им. Ситуация такая, которая требует неординарных действий. В чем опасность сложившейся ситуации? Потому что два главных врага, которые воду мутят в мире, это Си и Пу. Что их объединяет? У них общее убеждение. Каждый из них убежден в том, что его личное предназначение – восстановить дни славы имперского прошлого их стран. Во-вторых, это их убеждение, что Запад уже прошел период своего расцвета, находится в состоянии упадка, декаданса. Ну и это проявляется, в частности, в растущем изоляционизме, политической поляризации и внутренней дезорганизации этих демократий. Кстати, вот этот растущий изоляционизм – это же лозунг Трампа, лозунг трампистов, МАГА. Надо повернуться внутрь страны, все остальное нас не должно касаться. Вот это проявление кризиса, которое ведет к тому, что Соединенными Штатами США теряет свой престиж во всем мире. И это удар по национальной безопасности. Так вот, эти убеждения Си и Пу предвещают опасный период для Соединенных Штатов Америки. Проблема даже не в том, что растет экономическая мощь, военная мощь Китая. С Пу ситуация совсем другая. Проблема в том, что и Пу, и Си, они уже допустили ряд серьезных просчетов, которые повредили их безопасности. Но не только их безопасности, они повредили безопасности всего мира. Но то, что они совершили уже серьезнейшие промахи геополитические, свидетельствует о том, что они могут и новые совершить. То есть Пу совсем неадекватный. Товарищ Си, тут так считает товарищ Гейтс, по некоторым признакам, хочет войти в историю как Мао Цзэдун, а для этого ему нужно поставить под контроль Тайвань. Короче говоря, еще немножко ошибок Пу и Си, и мир может стать на грани катастрофы. И в этом и существует проблема. Здесь он дальше рассматривает амбиции лично Си Цзиньпина. Его призыв к великому омоложению китайской нации. И он неразрывно связан с идеей поставить или обратно вернуть в родную гавань Тайвань и сделать это целесообразно к 1949 году, к столетию образования Китайской Народной Республики, то есть победе коммунистов в этой стране. В этой связи Си приказал своим военным к 1927 году быть готовыми к большой войне, в результате которой будет поставлен под контроль Пекина Тайвань. К 1935 году должна быть закончена модернизация китайской армии, и чтобы превратить ее в силу мирового уровня. Вот видите, как интересно. Скромные все-таки китайские товарищи по сравнению с московскими дегенератами. Те уже объявили себя второй армией мира, а китайцы они скромнее. Причем у них с технической точки зрения армия посильнее будет, значительно, чем российская. Тем не менее, они планируют завершить ее строительство до такого уровня к 1935 году.
В Москве проще. Сказал, что вторая армия мира, значит, все, вторая. Мечтатели. Таким образом, устремление Си и его ощущение личной судьбы, историческая идея стать вторым или затмить даже Мао Цзэдуна, представляет собой значительный риск для войны. Но в то же время просчитался и Пу. И прежде всего его просчет – это Украина. И мы по пунктам с вами разбирали, то есть, что то, что запланировали по большому счету Пу и Си с российской агрессией против Украины, ударило бумерангом по ним же, потому что вместо того, чтобы усилить их, эта агрессия оживила НАТО, укрепила Соединенные Штаты Америки, укрепила, позволила им усилить и создать новые альянсы против Китая и в какой-то степени против России. И таким образом и Пу, и Си, и их страны были ослаблены по этому поводу, но тем не менее. В чем просчитался конкретно, согласно Гейтсу, Си? Ну, во-первых, он отказался от призывов и принципа Си Цзиньпина. Это человек, благодаря которому Китай из нищей страны сделал рывок к второй экономике мира. Си Цзиньпин призывал Китай скрывать свою силу и выжидать. Этот решил показать мышцы. Показал. Америка проснулась, экономически проснулась, оживила свой ВПК. Последние, несколько лет оборонный бюджет Соединенных Штатов стал больше, чем оборонные бюджеты следующих 10 стран мира, включая Россию и Китай. То есть Россия, Китай плюс еще 8 стран, следующих за ними, у них вместе совокупный бюджет военный меньше, чем одних Соединенных Штатов Америки. Рано товарищ Си решил покуражиться. Видимо, тут дурной пример Путина сыграл. И вот такая серьезная ошибка. Во-вторых, это товарищ Си, вопреки призывам в свое время Си Цзиньпина, решил вернуть руководящую роль Компартии в управлении экономикой, что нанесло серьезнейший ущерб экономическому развитию страны. Вот такая вот ситуация сложилась с товарищем Си. Это коротко просто. Но, несмотря на просчеты Си Цзиньпина и многочисленные внутренние трудности его страны, Китай по-прежнему будет представлять собой грозный вызов для США. Его вооруженные силы сильны как никогда. Китайцы модернизируют свои ядерные силы и строят в невероятных темпах подземные пусковые установки для ракет наземного базирования. Флот по количеству превышает уже американский, хотя в значительной степени уступает по качеству. Растет экономическая, идеологическая экспансия Китая. Сейчас у 120 стран мира Китай является главным экономическим партнером. И это включает, эти 120 стран, включает всю практически Латинскую Америку, которая, согласно американской доктрине Монро, должна быть полностью, так сказать, под эксклюзивным контролем, ну, не контролем, а влиянием, скажем так, Соединенных Штатов Америки. Все, там уже Китай. Затем, Китай строит или в процессе строительства более 100 портов в 80 странах мира. Наконец, китайская пропаганда, она везде. Практически нет такой страны, где не было бы доступа к китайскому телевидению или китайскому радио. И через все это льется пропаганда. Что касается Путина. Тут вспоминается идея Бжезинского, что без Украины Россия – это не империя. И, видимо, в стратегическом... Хотя вот нападение Путина на Украину в стратегическом плане поставило Россию в гораздо худшее положение, чем до вторжения. Но там санкции последовали, мы неоднократно с вами это обсуждали. Несмотря на то, что Россия имеет большой ядерный потенциал, примерно на одном уровне, а иногда американцы говорят, у России даже больше по количеству ядерный потенциал, чем у США, перспективы Путина представляются мрачными. Надежды на быстрое завоевание Украины рухнули. И он, внимание, вот интересный прогноз, он, по-видимому, рассчитывает на грубую военную патовую ситуацию, чтобы истощить украинцев, делая ставку на то,
что к следующей весне или лету общественность США и Европы устанет их поддерживать. В качестве временной альтернативы завоеванной Украине он, возможно, готов рассмотреть вариант с разрушенной Украиной. Это государство, лежащее в руинах, с сокращенным экспортом и резким уменьшением внешней помощи. Вот как Роберт Гейтс видит планы Путина сейчас в отношении Украины. Пока Путин находится у власти, Россия будет оставаться противником США и НАТО. Вот как он видит стратегическую цель и предназначение России с точки зрения Путина. Россия будет оставаться противником Соединенных Штатов Америки и НАТО. Посредством продажи оружия, газа, нефти, там туда-сюда, помощи со стороны, возможно, Китая, а также налаживая новые отношения в Африке, на Ближнем Востоке, Азии, Путин будет продолжать использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы сеять раскол в США, Европе, подорвать влияние США на глобальном юге. То есть это то, что мы совсем недавно с вами определили как, ну, по научному термину можно сказать, стратегия спойлера универсального. А так, в бытовом плане можно это назвать стратегия универсального гадильщика. То есть гадить, гадить, еще раз гадить. Созидания здесь нет. Это просто гадить. Вот такой психический настрой у этого недочеловека. Дальше здесь говорится о том, что Путин допустил серьезнейшую стратегическую ошибку. Это вторжение в Украину. Поэтому никто не может быть уверен в том, что он не допустит еще одну или несколько более серьезных стратегических ошибок. Итак, обращаю ваше внимание. То есть опасность и Китая, и России для западной цивилизации, вообще всего мира, не только в том, что они делают сейчас, но то, что оба этих так называемых лидера уже проявили себя как неспособные, как люди, способные принимать важнейшие необдуманные решения, совершать грубейшие ошибки, которые потом для них же будет хуже. Но вот это представляет собой самую, пожалуй, одну из самых страшных угроз, которая исходит из этих неадекватных, получается, государств. А почему неадекватных? Потому что это не демократические государства. В демократическом это лечится путем выборов. Поехала крыша, через 4 года его нет, выгнали. А эти сидят вечно, и поэтому то, что происходит в их неадекватных головах, это и представляет угрозу для мировой цивилизации. Теперь, что касается Америки. Да, кстати, я обещал вам прокомментировать. Вот здесь, когда он пишет о взаимоотношении России и Китая, слишком, на мой взгляд, все описано не в алармистских, а по худшему варианту. Вот как он сказал, это планирование по худшему варианту. И это правильно. Но что касается нормального, так сказать, варианта, я могу поделиться вот последними, то, что я читал. Значит, визит Пу в Пекин недавний закончится полным провалом. Оказалось, он узнал там, что Китай вдруг неожиданно для Москвы выбрал совсем другой путь развития. Ну, до сих пор это был вот шелковый путь. Собственно говоря, для этого они там и собрали, чтобы это отпраздновать десятилетие. Но получилось так, что за последние где-то года 3 инвестиции Китая в этот шелковый путь рухнули на 40%. Хотя там затраты колоссальные. Они потратили около $1 триллиона. А что они сделали? Они строили инфраструктуру, вот эти инвестиции в 100 портов в 80 странах, там железные дороги, там просто автомобильные дороги. Почему они это сделали? Да, кстати, значит, Россия, хотя она официально не входит якобы в этот шелковый путь, но последние 2 года раньше Китай вкладывал немалые деньги, миллиарды для развития инфраструктуры России, через которые, несмотря ни на что, значит, должен был идти этот путь. Теперь, с началом российской агрессии, после нее, этот путь из России был опущен вниз, и теперь он проходит в основном через страны Центральной Азии. Чем это связано? В том числе с тем, что Китай, это совпало с агрессией России против Украины, он оказался под санкциями,
И он практически перестал или вот-вот перестанет быть мастерской мира. Закупки или импорт китайских товаров в Америку упали в Европу. И вообще так Китай наблюдает, куда пошло западное развитие экономики Запада. Оно сейчас пошло с производства зонтиков, носков, ну и вообще промышленного производства. Все ушло в основном сейчас. То есть зеленая энергетика, цифровая технология. И здесь Россия никак не вписывается. Путин туда со товарищами приехал с просьбой наконец-то подписать, договориться о силах Сибири. Оказывается, что Китай собирается отказаться. Во-первых, в Китае нашлись собственные запасы нефти и газа, которые они сейчас будут разрабатывать, и они полностью покроют свои потребности практически. Во-вторых, они переходят вообще стратегически к зеленой, возобновляемой энергетике. Им не нужны будет газ и нефть в том количестве, которых хочет сбыть Россия. Ну и, наконец, цифровая технология. То есть Китай его не пускает. Американцы зажали его с этими санкциями, с этими чипами. Он теперь хочет это делать сам, пытается, ему нужны союзники, которые могут помочь ему здесь, в этой области. Россия сюда никак не вписывается. То есть одно дело дырки в земле ковырять, хотя это все сложнее для нефти и газа. А другое дело там новейшие технологии, то есть тут пас. Раша пас. Вот, поэтому Путин был обескуражен, узнав, что перспективы так бурных развитий, сотрудничества в экономике между двумя странами, как говорят на Востоке, йог нет. Ну вот, поэтому в этих условиях какой-то там страшной дружбы между и сотрудничества без границ вроде бы экономических оснований нет. Поэтому будем надеяться, что Китай не будет, как и до сих пор, активно помогать России в ее агрессии против Украины. Но дальше, значит, это я, так сказать, вам рассказал о среднем, так сказать, или лучшем или лучшие картины, наиболее оптимистичное восприятие то, что есть. Но правильно пишет Гейтс. Надо сейчас такое время, что надо планировать все это и говорить по худшему варианту. Тогда средний вариант и лучший пройдет на ура. Так вот, значит, теперь что касается Соединенных Штатов Америки. С экономикой, в принципе, все нормально, несмотря там, сейчас вот пишут, что люди в Америке растет количество людей, которые не могут выплачивать ежемесячные платежи по кредитам, которые взяли на автомобили. Ну, наверное, есть что-то такое, но количество рабочих мест увеличивается, есть инвестиции, новые строятся производственные мощности, и главный вывод, что это во что-то выливается. Делается ставка на развитие искусственного интеллекта, квантовых вычислений, это суперкомпьютер или квантовый компьютер, робототехнику, биоинженерию, и все это обещает увеличить технологический и экономический разрыв между США и всеми, включая Китай, остальными странами на многие годы вперед. Вот реальная ситуация. Затем, ошибки, это стратегическая ошибка Путина, вторжение в Украину позволило Соединенным Штатам, во-первых, разбудить и воссоздать фактически НАТО, во-вторых, оживить ВПК у себя и в Европе, пока недостаточно, явно недостаточными темпами, это надо все форсировать, но тем не менее. Затем новые союзы, оживление старых, то есть по результатам путинской агрессии все изменилось наоборот, так по большому счету в мире. Американские вооруженные силы финансируются в достаточной степени, разрабатываются новейшие, уже истребитель шестого поколения, разрабатывается в то время, когда в России нет, и неизвестно, когда будет еще истребитель пятого поколения. Армия запускает около 2 десятков новых платформ вооружений, Navy, военно-морские силы, дополнительные корабли и подводные лодки. В целом США тратят на оборону больше, чем 10 следующих стран вместе взятые, включая Россию и Китай. Однако есть, как говорил Жванецкий, маленькие недостатки. Это бардак в Конгрессе.
последние и много лет процесс ассигнования, выделения ассигнований на оборону, то есть он растет, ассигнования, но всегда это происходит не вовремя. Всегда не готов оборонный бюджет к 1 октября, к новому финансовому году. Это вносит нервозность там и так далее, но бог с ним, это можно пережить. В дипломатическом плане опять бардак в Конгрессе. Сенатор Тумбервиль не дает возможности назначать на высшие военные должности, военных ведомстве, в частности, 5-й флот Соединенных Штатов Америки, который должен действовать в районе Израиля, у берегов Израиля. Нету командующего, потому что один из сенаторов это все дело застопорил с назначениями. То же самое происходит в Госдепартаменте. Нету посла в Израиле, в ряде других стран. Ну и дальше, значит, вот недостаток, это существенный недостаток. Несмотря на то, что американцы расширили свое присутствие и вообще активизировали оборону Запада в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе их практически нет, в 2 других регионах. Это Африка, это Латинская Америка, это непорядок, говорит Гейтс, потому что конкуренция с Китаем и даже Россией за рынки влияния носит глобальный характер, поэтому мы должны присутствовать глобально. Надо присутствовать там же. Ну и что у нас там дальше? Соответствие моменту. Что надо делать? Что надо делать? Вот, кстати, важное резюме к предыдущему разделу, где он говорит, или вернее пишет, о том, какие проблемы в США в настоящий момент. В итоге можно сказать, что Соединенным Штатам необходимо наращивать военную мощь, чтобы противостоять стоящим перед ним угрозам. Но и Конгресс, и исполнительная власть изобилуют препятствиями на пути к достижению этой цели. Опять внутренний бардак. Эпическое, что надо делать? Эпическое противостояние, эпическое, господа, между США и их союзниками, с одной стороны, Китаем, Россией, и их попутчиками, с другой, идет полным ходом. Для того, чтобы Вашингтон оказался в наиболее сильной позиции, необходимо удержать его противников от новых стратегических просчетов, не дать дебилам, грубо говоря, совершить непростительные ошибки. А это, как отсюда следует, и мы с вами прекрасно знаем, как можно Путина удержать от ошибок. Только угрозой силы и ничего больше. Ну и дальше. Что нужно сделать американцам для этого? Во-первых, нужно прекратить внутренний бардак. Американцы захотели после 20-летней войны в Ираке, в Афганистане, кстати, когда он был министром обороны, американцам захотелось, избирателю, наконец-то захотелось повернуться лицом внутрь страны. Тем более, что проблемы, да, накопились. Но, как он пишет, о чем мы с вами говорили, это неоднократно, политики не должны плестись в хвосте общественному мнению. Они должны вести общественное мнение за собой. И для этого они должны объяснять народу, почему вот это все вопросы внешней политики, о которых мы сейчас с вами говорили, они должны стоять на первом месте. Потому что если их не решить, то внутри страны Соединенных Штатов Америки произойдет крах. Америка перестанет быть лидером во всем мире, и крах всему миру, как мы его знаем, крах американского лидерства, крах мировой экономической системы, то же самое. Поэтому, как он пишет, они должны знать, избиратели, почему китайское, российское влияние, везде, он говорит, вот, на глобальном юге имеет значение для внутренней жизни США, для сдерживания Китая от вторжения в Тайвань то же самое. Почему необходимо успешное сопротивление России российскому вторжению, сопротивление Украины российскому вторжению, имеет решающее значение для сдерживания Китая. Все это вместе. Политики должны объяснять своим избирателям, а они этого не делают. А для того, чтобы это делать, необходимо не одно выступление в овальном кабинете с Белого дома, который 2 дня назад сделал Байден, или в Конгрессе. Скорее всего, для того, чтобы послание дошло для зрителей, слушателей, необходимо повторять его под барабанную дробь регулярно,
по всем из всех утюгов. Кстати, когда мы говорили с вами, что Украина потеряла фактически, ну да, тут виноваты, конечно, Белый дом, виноват Конгресс, виноваты политики американские, что не усмотрели за развитием настроений своих избирателей, прежде всего республиканских. Но и украинские власти, для которых помощь США является ключевой, должны были тоже за этим следить. Кстати, об этом мы с вами говорили. Не усмотрели, не просмотрели процесс этой неблагоприятной эволюции настроений в США. А для того, чтобы это не произошло, нужно эти все послания повторять регулярно, и всех утюгов, и под барабанную дробь. Ничего подобного, к сожалению, не делается. В том числе и из Киева не делается. Необходимо регулярное общение с американским народом напрямую, а не пресс-секретарей, пишет Гейтс. Я добавлю, для украинской власти необходимо, да, общение с американским народом напрямую, а не путем эпизодических появлений президента Зеленского на важных форумах, где он зачитывает, ну, до сих пор правильные тексты, написанные хорошими спичрайтерами. Правда, иногда мы знаем, выступления его в последнее время имели негативную коннотацию, то есть вызывали негативную реакцию, но тем не менее, то есть надо как-то так найти возможность обращаться к американскому народу напрямую. Ну и в чем суть послания, которое администрация США должна доносить до американского избирателя, как пишет Боб Гейтс? Ничто не делает войну более вероятной, чем зарывание головы в песок и притворство, что на Соединенные Штаты, что события в других регионах не влияют на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. А вот эта позиция, что нас не должно волновать, что там происходит, это главный тезис Трампа и его последователей в Конгрессе США. Это изоляционизм, это убийство и для Соединенных Штатов, и для всего мира. Пока не будут уходить в себя, Россия и Китай будут процветать во всех регионах, а потом и их придушат. И второе. Неспособность справиться с агрессорами лишь поощряет новую агрессию. Правильно. Закон, вернее, это постулат уголовного права всех цивилизованных стран. Лучший способ предотвращения нового преступления – это неизбежность наказания за уже свершившееся преступление. И поэтому надо наказывать, побеждать, а потом судить. Если Америка хочет сохранить свой народ, свою безопасность, свободу, она должна продолжать играть роль глобального лидера. Как сказал о США в 1943 году премьер-министр Великобритании Черчилль, цель величия – это ответственность. Ответственность перед миром. Не гадить, что является стратегической целью и модусом поведения Путина и его страны на международной арене, а ответственность. Вот где величие проявляется. Не в говничестве, а в сдерживании. Ну и дальше, значит, нужно восстановить единство внутри страны, потому что отсутствие его, оно разрушает престиж США на международной арене даже среди союзников. Восстановление общественной поддержки глобального лидерства США является первоочередной задачей. Для этого, во-первых, необходимо не ограничиться разворотом в Азию, только в Азию, что хорошо, а необходима стратегия взаимодействия со всем миром в Азии, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, где сейчас русские и китайцы быстро развивают свое влияние. Затем, то есть необходима активизация активности США по географическому признаку, по всему земному шару. Во-вторых, США должны включать все инструменты национальной мощи. Авианосцы – это хорошо, замечательно. Но надо работать и экономически, и в торговом плане, где Китай очень преуспел. А для этого, значит, надо заряжать не только государство, Соединенные Штаты Америки, у которого экономическая роль ограничена, надо заряжать, стимулировать крупнейшие американские компании. То есть речь идет в том числе в экономической торговой экспансии, чтобы
свернуть здесь активность Китая. Следующее требование – это активизация публичной дипломатии для продвижения интересов США. То есть это было очень важно во время Холодной войны. После окончания эта сфера деятельности была совершенно заброшена. Необходимо ее восстановить, поднять на новый уровень, особенно в странах глобального юга, над которым пытается установить свой контроль Китай в большей степени, ну и в какой-то степени Россия. Также необходимо более активно оказывать помощь в обеспечении безопасности правительств в Африке, особенно, значит, тех, куда пытается лезть Россия. Что она делает, проще говоря, надо выгонять оттуда Россию всеми возможными методами. Кстати, была информация вскоре после нападения России на Украину о том, что в Великобритании создан специальный полк, туда вошли, в частности, представители САС, знаменитого британского спецназа, цель которого была как раз вышибание российских ЧВК с территории стран Африки. Пока я не слышал никаких успехов в этом направлении. Но, наконец, Соединенные Штаты должны переосмыслить свою ядерную стратегию перед лицом китайско-российского альянса. То есть недавно еще я слышал, что Соединенным Штатам не нужно гнаться к количественному преимуществу в боеголовках, носителей ядерного оружия над совместным альянсом России и Украины. То есть у США не должно быть их больше, чем совокупное количество у Китая и у России. То есть считается, что достаточно иметь больше, чем у России, и не будем обращать внимание на Соединенными Штатами, обращение на Китай. Сейчас все больше популярность приобретает идея о том, что, видимо, американцам придется построить дополнительные носители боеголовки, которых должно быть в конечном счете больше, чем у Китая плюс России. Ну, дальше. Больше подводных кораблей, больше подводных лодок. Отработать в Конгрессе, наконец-то. Добиться нормального выделения вовремя расходов на оборону. Самое главное, меньше разговоров, больше действия. То есть здесь говорится о том, что уже понимание пришло. Но разговоры строить дешево, но нужны срочные изменения. У исполнительной власти и Конгресса есть редкая возможность совместными усилиями подкрепить свою риторику о противодействии Китаю и России далеко идущими действиями, которые сделают США значительно более грозным противником и, возможно, помогут сдержать войну. СИПУ уже совершили серьезные ошибки и нанесли в долгосрочной перспективе серьезный ущерб своим странам. Однако в обозримом будущем они по-прежнему представляют угрозу и опасность, с которыми США необходимо бороться. Однако сейчас ситуация внутри страны далека от нормальной. Американская общественность повернулась внутрь страны, Конгресс скатился к склокам, недружелюбию и междуусобной борьбе. Чтобы противостоять столь мощным и склонным к риску противникам, как Китай и Раша, Соединенным Штатам необходимо активизировать свою игру во всех измерениях. Только в этом случае они смогут удержать Си и Путина от новых неудачных ставок. И да, это точка. Ну, правда, да, опасность реальна. Вот так заканчивает свою длинную телеграмму Роберт Гейтс. Умнейший аналитик, один из умнейших в Соединенных Штатах Америки. Очень надеюсь, но судя по реакции, то есть его этот текст зачитывается до дыр в государственных ведомствах Соединенных Штатов Америки, в кабинетах CEO крупнейших американских корпораций. Будем надеяться, то есть главное, вот вы заметили, главная проблема сейчас – это внутри США, это внутренняя склока между двумя партиями. И даже не двумя партиями. Есть небольшая
группировка или фракция, их 52 человека, это так называемая МАГА, которая пляшет под дуду Трампа и фактически ставит страну, да и весь мир перед смертельной опасностью. Какой выход? Ну, я бы высказал свое мнение. Гейтс здесь его не высказывает. Вот лично мой вывод. Нужно решать вопрос с Трампом по законам, не военного времени, по мирным законам Соединенных Штатов Америки. Если хоть по одному пункту из 91 будет доказано, что он совершил тяжкое преступление, felony, а его обвиняют сейчас в 91 таком преступлении. Если будет найдено, что он виновен, он должен отправиться за решетку. И все, и вопрос будет решен внутри США. А раз он будет решен внутри США, то все остальное решаемо. Как было оно решено, все проблемы с началом Второй мировой войны. Думаю, что так оно, господа, и произойдет. Поэтому в заключении этого видео, второго за сегодняшний день, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Желаю победы в борьбе, справедливой победы в борьбе Израиля против терроризма, который угрожает его существованию. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!